Папе предлагалось два варианта. Одна квартира, первый вариант на Ударник, а второй вариант – этот. Но поскольку мы с папой были лыжниками, и наш забег всегда зимой начинался с Ленинских гор, папа не захотел на Ударнике, а здесь мы катались на лыжах. Привет! Вы привыкли, что на этом канале мы показываем вам интерьеры отдельно взятых помещений, предметы декора. Но сегодня у нас необычный выпуск. И, честно скажу, это тот контент, который мне особенно приятно для вас делать. Мы идем в гости не в отдельно взятую квартиру, а к целому дому. Легендарному дому. Дому свергнутых вождей. Что помешало дому свергнутых вождей стать 8-й сталинской высоткой, если под зданием метро ведь здесь жил сам Железный Лазарь Каганович? И какой беглый революционер скрывался по этому адресу? По матрешкам! Эта квартира в моей жизни, она появилась в 1975 году. Я невестка, мой муж – внук наркома. Эту квартиру дали после его реабилитации. Наркома звали Волков Петр Яковлевич. Он был нарком снабжения РСФСР. Дом свергнутых вождей. Именно так в народе прозвали здание на Фрунзенской, 50 в Москве. Ведь по этому адресу сразу после строительства раздали квартиры сталинским сподвижникам – Лазарю Кагановичу, Георгию Маленкову, Вячеславу Молотову. Собственно, эти три фамилии чаще всего называют среди именитых жильцов, хотя список их был куда больше. Муж расстрелян, ее отправляют в мордовские лагеря. Детей в детский дом. Его жена, а они жили на улице Серафимовича, дом 2. Это дом правительства, где жили все члены правительства рядом с Кремлем. Ее реабилитировали в 1945 году. Приехав в Москву, ей было запрещено жить в Москве, ее отправили в Иванов работать. И до 1955 года она приезжала сюда, но в тайне навещала своих детей. На Башиловской улице они там жили. И когда кто-то приходил, она вынуждена даже пряталась под кровать, боялась, что ее обнаружат. Умирает Сталин. Люди пошли на прием к Микояну. Ее муж Петр Яковлевич Волков, нарком, был очень дружен с Микояном. Они жили даже до расстрела. В Серебряном Бару были дачи, и они были друзья. Но Микоян избежал этой участи. Она одна из первых была реабилитирована. Значит, наша Александра Константиновна. И им дали вот эту квартиру. Дали на 2 детей. На Валечку и второго Юрочку. Эти дети. Но дети уже за это время подросли к 1955 году. И здесь нет ошибки. Супруги реабилитированного наркома Петра Волкова дали квартиру действительно в 1955 году. Дело в том, что в открытых источниках датой постройки дома считается 1957-й, но это не совсем правильно. Здание сдавалось в 3 этапа – с 1955 по 1957, и жильцы заселялись также в 3 этапа. 56-й год. Да. Вам 16 лет. Да. Вы заехали сюда. Помните, как выглядела ваша квартира? Чистенькая, хорошая, чистая квартира. Тогда сдавались ремонтом? Там, она вся была под ключ. То есть въезжая все. Более того, поскольку папа считался молодым специалистом, ему была предоставлена возможность иметь мебель бесплатно. И вот этот сервант, или как его еще... Да, вот. Это вот было с тех времен. С тех пор что еще осталось? Дубовый паркет, двери? Все осталось. У нас был только один раз капитальный ремонт. Папа очень много работал. На автомобильной промышленности специалист был.
высокого класса. И он очень любил меня брать с собой. Он всегда говорил: ты для меня самый лучший спутник. Там, будь то лыжи, будь то яхта, когда мы ходили на яхтах. И я была в его глазах мальчишкой. Вот, юнгой, как он меня всегда называл. У мамы другая была профессия, мама была занята, у нее были командировки, она сельскохозяйственный специалист по осушке зерен. Их отдых не совпадал, поэтому мы с папой всегда, так сказать, были в паре. Поздно вечером мы становились на лыжах вот отсюда и уходили туда и обратно. Если, так сказать, это ночью, чтобы человек снял напряжение. Я лично живу с года своего рождения, 1975 год, 45 лет. Получили мы квартиру тем же путем, как и работники Совета министров СССР. Дедушка мой был референтом министра машиностроения. Здесь же русло Москвы-реки имеет такую излучину. И эта часть не случайно называлась Лужниками, потому что, собственно, Москва-река затопляла практически полностью эту территорию, эти земли. Никаких поднятых набережных не было гранитных. Изначально проектировщики, перед ними стояла тоже достаточно сложная задача, да? Как спроектировать огромную архитектурную массу дома таким образом, чтобы дом просто не уплыл в Москву-реку. Или чтобы он не провалился во все эти пустоты. Появились легенды, которые наверняка опять-таки имели место быть, о том, что грунты замораживались огромными морозильными установками, холодильными установками, с тем, чтобы фундаменты могли быть заложены на плотные грунты. 16 этажей максимально, 14 подъездов, 600 квартир. Самая маленькая из них от 56 квадратных метров, двухкомнатная. Однокомнатные здесь не предусмотрены. Многоэтажка на Фрунзенской, 50, была призвана стать внутриквартальной доминантой и, как говорят местные жители, еще одной сталинской высоткой. Но так ли это на самом деле? Скоро расскажем. Если мы простучим стены, то мы услышим, что одна часть стены будет издавать глухой звук, а другая часть стены будет издавать очень звонкий звук, потому что там пустоты. Первые попытки строительства каркасных, то есть облегченных домов, когда сваривались армированные конструкции, да, и частично заливались бетоном. Первый подъезд действительно был построен с использованием вот этой вот системы монолитной и пустотной. Поэтому слышим мы здесь у нас фантастической. А потом, видимо, да, технология не прижилась, они поняли, что, так жить нельзя. Ну, правда. Я всегда испытывала чувство неловкости, занимаясь музыкой, играя на фортепиано, просто потому что я знала, что мою музыку, все мои косяки, все мои ошибки, все мои гаммы было слышно всему подъезду. В те годы уже началась активная борьба с архитектурными излишествами, поэтому на фасаде здания их немного. Но вот здесь, над библиотекой имени Фурцевой, мы можем увидеть голубя как символ послевоенного мира. Здесь мы видим балюстрады, которые на самом деле очень сильно критиковались коммунальщиками, поскольку затрудняли прежде всего удаление снега и образование наледи было на таких балюстрадах. Они, конечно, декоративно достаточно красивы, но требуют определенной эксплуатации и содержания. Ну и кроме того, это еще декоративный элемент, это маленькие башни, пинакли, которые мы можем видеть на выступающих элементах этого здания, так называемый силуэт всего комплекса. Эти эркеры, нижняя часть здания, они облицованы керамическим декором, где использованы мотивы с фруктами, дарами природы. Здание облицовано так называемой пустотелой керамикой. Она как раз появилась в годы войны. В Союзе же была впервые применена на сталинских высотках.
точно такая же плитка использована на знаменитой Шталин-аллее в Берлине. Суть этого материала была в том, что фактически здание уже строилось вместе с фасадом одновременно и не требовало уже дополнительного времени и средств на облицовку. И при качественном монтаже такой облицовки она фактически вечная. Но дело в том, что часто у нас нарушали технологию монтажа такой облицовки, что, собственно, стало уже видно на этих зданиях буквально через год, через пару лет после эксплуатации. Стали появляться так называемые защитные аварийные сетки. Аварийные сетки, к большому сожалению, и сегодня неотъемлемый архитектурный элемент этой постройки. Тем не менее, знаковая Сталинка и ее окрестности привлекают таких же именитых жильцов и по сей день. Здесь в соседях живут историк моды Александр Васильев, актриса Наталья Фатеева, Николай Цискоридзе, Земфира. Это лишь некоторые медийные имена. Есть персоналии, не такие известные широкому кругу, но не менее уважаемые. В самом же доме на Фрунзенской, 50, например, живет актер Вячеслав Манучаров. Я живу в этом доме всего 15 лет. То есть до этого я всю жизнь жил в соседнем, повторю, в коммуналке. Я помню Кагановича очень хорошо и помню его... Он жил в 2 подъездах. Сначала он жил в большей квартире, потом переехал в меньшую. И вот я помню, что одно время у этих квартир дежурили не красноармейцы, а какие-то то ли военные, то ли это милиция была, я не помню. Короче, караул стоял. Вот так, кидая корки хлеба птицам на этой лавочке в парке перед домом, после обеда отдыхал пенсионер всесоюзного значения Лазарь Моисеевич Каганович. Он был без преувеличения местной достопримечательностью. Еще бы! Живой вождь, железный Лазарь, чуть ли не второй человек в стране после Сталина. Просто сидел на скамье и кормил голубей. Я боюсь, вот ты меня укусишь. Я не знала, что это Лазарь Моисеевич. Я гуляла с коляской в 1977 год. Ко мне подходит интересно, мужчина такой совсем пожилой, в хорошем драповом пальто. Я обратила внимание, очень такое драповое пальто почти до пола. То есть тогда уже так не носили. Он поздоровался и без всяких вступлений просто сказал: а можно мне вас пригласить к себе в гости? Вы не могли бы ко мне приходить, со мной читать книги мне и попить чаю или кофе? Я гуляла, говорю: вы что, куда же я пойду, у меня маленький ребенок. Ну, может быть, вечером, ненадолго вы сможете подходить, приходить, да. Вы не бойтесь, мы с вами просто поговорим. Мне очень приятно побыть в обществе молодой красивой женщины. Но я так была удивлена, девчонкам говорю: какой странный дедушка. Странное предложение. Они говорят: да это Каганович. Он, говорит, ко многим молодым женщинам подходит, очень любит поговорить с молодыми женщинами. 77 год. Тогда ему было уже за 80, наверное, да? 83 года тогда. Да. Такой вот был человек, который любит жизнь. Один раз подходит ко мне мужчина: вы позволите с вами присоединиться, посидеть с вами? Я говорю: пожалуйста. Я настолько была вся в книге, вся в себе, что я даже неприлично поздоровалась просто так. А это был Каганович. Дети за рубежом, там, и вот он скучает. Старикам мало внимания. 75-й год, да, это было. Лето, это август, значит, вот где-то вот так вот это было. Ему было лет 80 до этого. У него, единственное, что я запомнил, мне даже как не очень хотелось и присматриваться, все, но поскольку я краем глаза смотрела, у него вот такая подошва была.
Это чтобы ноги не замерзали. По словам местных жителей, именно в этом 9-м подъезде на 7-м этаже жил Лазарь Моисеевич Каганович. Говорят, что в последние годы ему уже было трудно, и он почти не выходил на улицу. Поэтому просто мечтал поменяться с кем-то из соседей на квартиру с балконом. Лазарь Каганович ушел из жизни на 98-м году, не дожив меньше месяца до путча августа 91-го года. Так что же с остальными вождями? Молотов, Маленков. Жили все-таки они по этому адресу или нет? Скорее всего, что нет. По крайней мере, старожилы этого не подтвердили. Возможно, была такая же ситуация, как с Василием Сталиным. Говорят, что ему дали квартиру на верхнем этаже этого дома, но он в ней почти не жил. Это была окраина Москвы, и он не захотел здесь жить. Он переехал куда-то в Тверские переулки, как и, собственно, первая жительница квартиры, которую сегодня же занимаю я. Это была Екатерина Фурцева. Первый ордер на эту квартиру получила она и прожила в этом доме, в этой квартире то ли полгода, то ли год. Но поскольку добираться ей было далековато, до центра Москвы, наверное, до Кремля или не знаю, хотя да, трафика такого не было, и пробки на московских набережных таких не стояло. Тем не менее, она почему-то, ей не понравилась эта квартира, то ли сыровата. Она была, поскольку достаточно ветреная сторона дома. Госпожа Фурцева отдала эту квартиру своему заму, Игорю Павловичу Скачкову. Мы также дружили с прекрасной семьей известных деятелей культуры, Светлана Гавриловна Иванова и Скачков Игорь Павлович. Светлана Гавриловна была балерина, он был деятель культуры. Светик, Светик, это чудо. Игорек, ты не так надел рубашку. Светочка, ладно, детка. Нет, это тебе не идет. Светочка, не надо. Этим все сказано. Жили они дружно, то есть не то чтобы как дружно, они просто, это друг для друга была создана пара. Она огонь. Мы часто встречались, например, со Светланой Гавриловной либо в подъезде, либо в лифте, либо у подъезда. И Светлана Гавриловна, как истинный педагог, и балерина, она очень строго следила всегда за моей осанкой и говорила: так, встань ровно, плечи разверни, лопатки вместе, что это за осанка. И так или иначе, каждый раз, когда я ее встречала, я со своей привычкой ходить крючком, я всегда расправляла плечи, потому что иначе было нельзя, иначе получишь наставление от Светланы Гавриловны. Мы всегда поздравляли друг друга с этими праздниками. Когда была возможность, мы их вместе отмечали. Так, например, мы очень дружили и приятельствовали с семьей Зинаиды Сергеевны Луневой, которая была первым, будем так говорить, да, как сейчас говорят, первым ландшафтным дизайнером всего нашего микрорайона, всего квартала. Она разрабатывала схемы дорожек, скверов. Что это было? 31 декабря. 31 мама стоит на ушах. Она печет пироги. Пироги божественные. Должны приехать наши гости. Звонок в дверь. Запах пирогов, конечно. Бежит Надечка, бросает пальто. Ниночка, милая, где твои пироги и масличко? Мама говорит: Надечка, там. Значит, Надечка идет, берет горячий пирог, мажет сверху масличком. И когда она проглотила первый кусок: вот теперь здравствуйте. Это вот такая легкие традиции. Это были традиции того времени. Переживать вместе любые события, да, вместе с теми людьми, с которыми у тебя есть какие-то общие интересы, с которыми у тебя есть какие-то общие события, не знаю, в конце концов, какой-то общий культурный уровень, да.
основном тут жили люди, которые работали в Совмине и получили квартиру. То есть человек там, сейчас это у нас называется должность руководителя администрации президента, а тогда это было отдел кадров Совета министров. Бабаев, да, жил у нас. В подъезде у нас жил Бещев, министр. Наталья Сац, которая вышла после 10 лет колонии, лагерей в Мордовии и получила квартиру здесь. Как Татьяна Доронина, народная артистка Советского Союза, которая живет до сих пор в этом доме. Наверное, как и любая история, окутанная тайнами и легендами, история этого дома не могла обойтись без человека в железной маске, этакого графа Монте-Кристо. Был здесь, на Фрунзенской, 50, и такой жилец, только совсем не граф, а беглый афганский политик Бабрак Кармаль. Я слышала об Бабраке Кармале, слышала, но никогда даже, знаете, уже потом узнала, что он там жил, и что у него были пластические операции проведены. И третий подъезд, почему-то в нем жили иностранцы, они как-то обособлены. Наверное, там идут приспособленные квартиры. Они лучшие по, так сказать, снабжению. Там они сдаются с мебелью, видимо, так мне кажется. Вполне возможно, он и был там в третьем подъезде. По некоторым свидетельствам, жил он здесь, в одной из квартир на последнем этаже третьего подъезда, до самой своей смерти в 1996 году. У такого знакового номенклатурного дома не может не быть своих особенностей и даже секретов. Например, лифт, который использовался не только как средство перемещения, но и как способ связи. Обслуживание просто вот по любому звонку в лифте, что у тебя капает кран, тут же приходит через 5 минут, свет, что-то еще происходит. У нас реагировали, достаточно было в лифте нажать кнопочку «Выйти», даже никуда не звонить, а просто в лифте позвонить и сказать, что у тебя проблема. Изменился даже запах в подъезде. Я очень четко помню, что когда я была маленькая, я входила в подъезд, и я чувствовала какой-то такой очень специальный запах вот конкретно нашего подъезда. И сейчас во взрослом состоянии я пытаюсь понять, что это был за запах, на что он был похож. На самом деле это был запах красного дерева и лака такого древесного, да, лака по древесине. Такой едкий, горьковатый немножко запах. Были перила свежие, были лифтовые кабины, другие. Да? То есть сейчас, например, кабины изменились, лифтовые шахты нам поменяли. Все какое-то холодное, железное. Что здесь подъезды не подряд. Да. То есть первый рядом там 6-й, 8-й рядом 13-й. Специально, чтобы запутать. Здесь каждый раз доставка и скорая приезжает, там, господи, где подъезд, где подъезд, где подъезд. Слава богу, навигатор есть. Подъезды изначально были довольно-таки сдержанными. Ни лепнины, ни колонн. Кое-где до наших дней сохранилась метлахская плитка, дубовые перила и двери. А здесь мы видим даже, похоже, аутентичные окна. Как я привыкла жить в военных городках, у нас было все очень просто. А здесь, конечно, соблюдалась очень субординация. Входя в лифт, у нас, если едет старший референт, младший референт уже в лифт не заходил. Высокопоставленные люди, да, которые, в общем, да, себя очень высоко несли, наверное. В ванной комнате окна. Я была в таких квартирах, они вот напротив стадиона. Единственное, что я была удивлена, что комнаты там гораздо меньше площади, но зато ванны с окнами на улицу. Это да, действительно. Потом у нас многие квартиры соединены между собой. Люди заделали, конечно, но у них этот выход из трехкомнатных квартир в нашем подъезде есть выход на черную лестницу. Эта лестница находится не с задней стороны дома, а черный ход. Метро нет? Метро нет. Каганович жил. Ну, метро нет. Под нашим домом и рядом с нашим домом находилось бомбоубежище. Да, бомбоубежище, которое было рассчитано ровно по количеству квартир, по количеству жильцов в этом подъезде. Вот там, когда я жил на Третьей Фрунзенской раньше у родителей, собственно, в квартире, там бункеры были, мы туда лазили. Я помню, что однажды мы с одноклассниками сделали вообще какую-то чудовищную историю. В биологическом классе сперли скелет
открыли этот бункер, поскольку он открывался, кинули скелет, сказали, вон, смотрите. Так что там произошло, ужас, я помню. Полиция приехала, что-то какие-то что только не было. Еще одна тайна дома. Был ли, например, тайный подземный путь от нашего дома, к примеру, до Старой площади или до Кремля? Да, потому что в доме жило много ответственных работников, и наверняка это была бы хорошей идеей сделать такой подземный тоннель. Но есть ли этот ход или нет, история умалчивает. В доме у нас все. Начиная, что библиотека шикарная, плюс у нас клуб «Огонек», который бесплатный. И детей обучают музыке. Я из своего подъезда, не выходя на улицу в мороз, просто у нас был ключ у моего сына, и он заходил в этот клуб «Огонек» в одежде, не раздеваясь, на занятия. Там баян, аккордеон, фортепиано. Ботвинник занимался с детьми шахматами. Здесь? Да, в нашем доме. Мы переехали сюда, и мы были предоставлены сами себе. Школа, двор, дом. Дома все были заняты, взрослые, потому что им очень здорово доставалось. Работали не так, как сейчас работают. Вот. А у нас все свободное время принадлежало нам. У нас была тетя Катя, и дворник, и лифтер, и наша няня. Мы могли ей довериться полностью. Вот таких людей сейчас нет. Был дядя Ваня, дворник. Когда мы дети, бегая здесь по заснеженным горкам, такие же снега были, такие же были бугры, все было так же. Но мы бились за то, чтобы нам дядя Ваня дал лопату почистить помещение. И если дядя Ваня давал, то это для нас был праздник. Это маленькие детские радости, а сейчас они обесценены. Мы любили людей, которые нас окружали. От самого простого человека до больше. Нам приятно, когда с нами взрослые заговаривали. Знаю, вам хочется посмотреть квартиры изнутри, планировки, интерьер, как жили люди тогда и живут сейчас. И скажу честно, мы нашли много интересных квартир, и самих свергнутых вождей, и просто аутентичных квартир. Но договориться о съемке в этом доме совсем непросто. В чем причина, не знаю. Возможно, что-то в ментальности местных жителей. И когда мы уже почти отчаялись, нам улыбнулась удача. И сейчас мы вам покажем 4-комнатную квартиру, которая абсолютно аутентичная. Ремонт там не делался, наверное, с 70-х, 80-х годов. Там сохранился паркет. Но она немного пустая, потому что ее готовят к продаже. Сейчас там никто не живет. И мы можем посмотреть планировку, а мебели уже там будет по минимуму. И еще один важный штрих. Эта квартира принадлежит генерал-лейтенанту КГБ, некогда второму человеку на Лубянке и правой руке Юрия Андропова. Я обещала его родственникам не называть фамилии, потому что, видимо, эти люди даже после своей смерти остаются людьми этой специальности, но, тем не менее, это такой важный штрих к портрету того времени. Мы с вами находимся в 4-комнатной квартире. Здесь 120 квадратных метров. И сразу, не отходя далеко, хочу обратить ваше внимание на стену. Посмотрите, какая стена несущая у входной двери. Вот видите, 120-130 сантиметров. Несущая стена. Пройдем сразу в первую комнату. Это зал. И здесь мы видим вот такие аутентичные двери. Также сохранен дубовый паркет. Посмотрите, в каком он хорошем качестве. И здесь, если мы пройдем дальше, везде по периметру мы видим вентиляцию в полу, вентиляционные отверстия. Полы немножко скрипят, но он действительно аутентичный, то есть никогда с ним ничего не делалось. Посмотрите внимательно. Это позволяет
воздуху постоянно циркулировать. И не только высокие потолки дают здесь вот такое ощущение пространства, и все-таки такая большая площадь, но и сама вентиляция очень продуманная на тот момент. Обратите внимание, какая люстра. И видно, что когда-то она была сделана под свечи. Но потом уже вот эта поверхностная проводка говорит о том, что ее доработали. И вот эти лампы, они уже сюда вмонтированы позднее. А здесь они немножко уже заедают от возраста своего. Есть вот такие раздвижные двери. Вторую даже, наверное, не подтяну. Давайте посмотрим. Оп. Да, туго, но идут. Смотрите. Это двери в кабинет. Тоже полностью деревянные. Я их трогаю, и они очень тяжелые. Дальше давайте пройдем с вами в кабинет. Ну и здесь мы видим библиотеку, характерную для того времени. Некоторые книги уже убрали на склад, потому что эта квартира готовится к продаже, но что-то еще осталось. Вот здесь расположена кладовая. Ширина стены также 70 сантиметров, представляете? А здесь еще одна комната. Если там был кабинет, зал, то здесь вот такая комната, которая, в принципе, может использоваться под спальню. Здесь вот была просто комната для просмотра, видимо, телевизора. И здесь еще одна комната, она была задействована как спальня. Кстати, обратите внимание, тоже вот неприкрытые отверстия вентиляционные. И, кстати, вентиляция была не только в полу, но и в стенах. Вот здесь расположена вентшахта, которая прикрыта вот такой гипсовой решеткой. На самом деле это гипс. И давайте пройдем, посмотрим санузел, потому что там есть тоже что-то интересное. Здесь также расположены две вентшахты. Одна и вторая. Наверху мы видим решетку гипсовую, как и в комнатах. И эти шахты, естественно, ни в коем случае нельзя сносить. Поэтому люди приноровились и сделали вот так себе места хранения, учитывая вот эту геометрию внизу и наверху. Такая скидка. И в санузле в самом такая же история. Также две... Никого не хочет света. В санузле такая же история, также две вентшахты. Собственно, вот они. Одна вентшахта и вторая. И здесь тоже приспособили подполочки. Но зато в этих квартирах дышится за счет обилия вот такой конструктивной вентиляции. Это же должна была быть высоткой, да, вы знаете, наверное, об этом. Должна была быть высоткой 24 этажей. Но поскольку река и грунт достаточно, как сказать, неподходящий для высокого здания, для высокоэтажного, они ее укоротили. И это одна из главных легенд, связанных с домом свергнутых вождей, что здание должно было стать 8-й сталинской высоткой, но якобы не стало по причине слабых подвижных грунтов. И про грунты действительно правда. Недаром рядом Лужники от слова «лужи». Только эта сталинка, как оказалось, вырасти ввысь никогда не планировала. Но на самом деле это не высотка, это так называемые градостроительные квартальные элементы и типовой проект, который был разработан архитектором Вулахом из Стаба. И на самом деле здесь, в этом районе, предполагалось два таких парных здания. Второе такое здание должно было появиться на месте строительной выставки. И, собственно, смысл таких сооружений был в том, чтобы создать такие внутриквартальные небольшие доминанты, которые одновременно бы и смотрели со стороны набережной, и создавали такие
небольшие полувысотные акценты внутри квартальной застройки. И это здание фактически повторный проект того комплекса, который строился для преподавателей МГУ на Ленинских горах. Впоследствии еще был третий построен дом для работников Министерства госбезопасности. Ну а здесь этот район тогда, конечно, проектировался для номенклатуры. Есть еще одна тайна у этой легендарной московской Сталинки. И если другие можно еще как-то подтвердить или опровергнуть, то это самое загадочное из всех. Так история складывается у дома. Много загадок, много тайн, о которых мы, наверное, никогда не узнаем, как на самом деле это происходило. Это одна из тайн. Одна из тайн, да? Делись деньги. Да, куда делись деньги? На капремонт. На самом деле дом сейчас в плачевном состоянии, и тут дело даже не во внешнем его облике, а скорее во внутреннем. Потому что последний раз по-настоящему капитальный ремонт был произведен в середине 80-х годов. Сегодня, к сожалению, я об этом не могу не сказать, дом находится в аварийном состоянии, он в чудовищном разрушенном состоянии, он рушится, вся эта фасадная штукатурка и лепнина падает на голову людей. Об этом тоже невозможно не сказать. Вот мы стоим вроде на капремонт, но что из этого будет, неизвестно. Заезжали новые люди, делали жесточайшие перепланировки, объединяли квартиры по горизонтали, по вертикали, соответственно, по-своему проводили водоснабжение, по-своему проводили вентиляционные всевозможные ходы. И это все забивалось, то есть о том, что дом – это единый живой организм, и о том, что в доме все системы выстроены были действительно по уму. Люди не задумывались. Сейчас эти люди не готовы пускать в свои квартиры капитальный ремонт, только потому, что у них внутри уже все хорошо, у них внутри уже все коммуникации есть, и они дорогие, и, естественно, они могут быть не на том месте, как запланировано, да, изначально. И это значит, что дом никогда больше не получит того необходимого капитального ремонта, который, по идее, должен быть здесь проведен. Вот этот вот самый сквозной с полной заменой всех систем коммуникаций. Все трубы отопления, они находятся в стенах. И сейчас, с учетом того, что замены не будет, любой прорыв, он происходит внутри стены. И ты никогда не узнаешь, когда этот прорыв произойдет. Уже происходили? Конечно. Они происходят точечно и локально. И просто из ниоткуда в какой-либо квартире или на несколько квартир начинается течь воды. Это из ниоткуда, да? То есть непонятно, откуда это возникает. В общем, сейчас это просто катастрофа. Новые руши, или как это, вот новые люди, которые выкупили верхние этажи над нами, это большая была беда у нас. Они перекрыли доступ на крышу. Что они там сделали? В общем, перекрыли стоки. И в один из дней у меня из вентиляции, вот такой, как здесь, на стене, на кухне, полилась вода. Я подставляла баки, потому что это было 12 ночи. Они, кому сказать, что меня затапливает из вентиляционного отверстия? Я говорю, вы не подумайте, что я сумасшедшая. Она говорит, нет, вы знаете, у вас просто вода, а верхние этажи, они плавают по грудь. Мы не знаем, конечно, какие дальнейшие последствия, потому что я слышала, что там есть фонтаны, есть бассейны, сауны. И страшно попросить разрешения как-то на снисхождение и вести себя потише и поприличнее. А почему страшно? Новые времена, новые законы. Был контингент костный, в общем-то так, как бы сказать. Сейчас идет другая прослойка. У меня есть деньги, я могу все. Вот и все. И ты сидишь согласно купленному билету на галерке. Дом называют домом свергнутых вождей. Вы знаете об этом и как вы к этому относитесь? Это было несколько человек всего лишь из 600 квартир, в каждой из которых жили люди со своей судьбой. И не всегда поломанные, и не всегда свергнутые.
Я, наверное, не соглашусь с этим. Потому что дом прекрасен не отдельными историями нескольких людей, а дом прекрасен теми обычными, простыми историями и судьбами простых советских граждан. Вот такой выпуск у нас получился. Пишите свои впечатления в комментариях, как вам подобный историко-исследовательский формат. И, конечно же, ставьте лайки, колокольчики. Наша команда очень старалась. Ну а я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До скорых встреч!